Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами будем разбирать вот такой вот узор. Это узор жилета, да? Красивый получается жилет, красивый узор. Мы можем его с вами применить, ну, в общем, достаточно в большом количестве наших проектов. И вот этот узор очень мне напомнил вот этот узор. Они вяжутся практически одинаково, с небольшим отличием. Мы с вами разберем и этот узор, и этот. Добавлена еще эта кофта вот этим квадратиком, который мы тоже разберем. Ну, а жилет у нас вот этот. Сегодня будем разговаривать по поводу вот этого узора. Для вязания образца набираем 31 воздушную петли. А раппорт у нас составляет 10 петель. Я уже набрала необходимое количество воздушных петель. Теперь делаю петельку подъема через одну петлю, во вторую зашла, связала столбик без накида. И так мы с вами свяжем полностью весь ряд столбиками без накида. Заходим в каждую петлю нижнего ряда. Я прошла первый ряд столбиками без накида и повернула наше вязание. Теперь воздушная петелька, и в первый столбик вяжу столбик без накида. И еще 2 столбика. Итого подряд 3 столбика без накида. Это второй и вот третий. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид. Мы с вами пропускаем 2 столбика, заходим в третий столбик на нашей цепочке, да, связали один недовязанный столбик, накид, и в эту же петлю вяжем второй недовязанный столбик с одним накидом. Теперь провязываем 2 столбика и соединяем 2 петли, как бы закрепляем. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. На основании 2 столбика пропустили, зашли в третий, связали столбик без накида. И дальше мы вяжем еще 5 столбиков. В итоге у нас должно, нет, 4. В итоге у нас должно получиться 5 столбиков без накида. Вот третий, четвертый и вот пятый. 5 столбиков без накида мы с вами связали. Далее 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Накид, то есть у нас дальше идет повторение. 2 пропустили, в третий зашли, не довязали 1 столбик, в это же основание не довязали 2 столбик, и теперь закрыли их в одну вершину. Так продолжаем с вами до конца ряда. Итак, смотрите, мы с вами прошли первый ряд, или это уже второй ряд, неважно. Завершили мы его точно так же, как и начинали, 3 столбиками без накида. И начинали, и завершили. Теперь поворачиваем наше вязание, и я сделаю одну петельку, уже вернее даже сделала петельку подъема, и в этот столбик, в первый, вяжу столбик без накида. Первый, далее у нас идет второй, и идет третий столбик без накида. Вот так. Теперь у нас идет первая часть арки. Мы под нее вяжем 3 столбика. 1, 2 и вот 3. Столбик вяжем без накида в вершину столбика и опускаемся по второй половине арки. 1, 2, 3. То есть в итоге у нас получается 7 столбиков без накида. Далее у нас идет 5 столбиков. Мы заходим в каждый из них и вывязываем 5 столбиков. 1, 2, вот 3, 4 и вот 5. Далее опять идут арки.
Так мы с вами чередуем 5 и 7 столбиков без накида и завершаем этот ряд. В конце у нас идут 3 столбика, то есть как бы половинка нашего раппорта. Смотрим, что у нас с вами получилось. Вот так вот, видите, у нас получается в ячейках такие как столбики. Теперь мы с вами поворачиваем вязание, и с этой точки я вяжу 1, 2, 3. Это будет у нас столбик. И 1, 2, 3 расстояние между столбиками. Теперь, смотрите, мы должны с вами связать 5 столбиков без накида. Вот здесь у нас с вами 7. Мы с вами пропускаем первый столбик, который был на арке, заходим во второй столбик. Я вяжу столбик без накида 1, второй, вот, третий, четвертый и вот пятый. Далее 3 воздушных петли, накид. Вот здесь у нас с вами 5 столбиков. Считаем 1, 2, 3. Заходим в третий, в центральный. И мы вяжем с вами столбик с одним накидом, недовязанный 1, в основание второй столбик. И теперь соединяем их вместе и закрепляем. 1, 2, 3. Опять выходим на арочку из 7. Одну столбик пропустили, зашли во второй. 1, 2, 3, 4 и вот 5. 1, 2, 3, накид, в третий столбик. То есть вы поймали ритм. Узор очень несложный, в то же время очень даже симпатичный. Довязываем. Завершили мы с вами 3 воздушных петельки и в последний столбик, столбик с одним накидом. То есть как начинали, так и завершили. Поворачиваем вязание. 1 воздушная петелька, вершину нашего последнего столбика вяжу столбик без накида и арка, под арку 3. 1, 2, 3. Здесь у нас что? Здесь у нас с вами 5. Вяжем 5 столбиков. 5 столбиков связали. И теперь опять у нас с вами идет 7 столбиков. То есть, как вы видите, что у нас в одном из рядов мы с вами разбиваем наш узор, а во втором мы просто вяжем столбики без накида, как бы ряд без всяких изменений. Довязываем. Смотрим, дошла я до конца ряда. В конце мы связали с вами 3 под арку и 4 столбик вершину столбика. Как вы видите, у нас получается идет 1, 2, 3, 3 ряда столбиками без накида. И вот теперь мы с вами будем формировать вот такой же самый столбик с одной вершиной. Эту часть мы с вами, так как один ряд всего лишь столбиков провязали, будем вязать столбиками без накида. То есть зашли в первый, второй и вот третий. Да, тут у нас 4 столбика, потому что 3 подарка и 1 сам столбик. Вот, мы сделали. Теперь у нас здесь идут 5 столбиков. 1, 2, 3. Накид. Мы с вами 2 столбика пропустили, зашли в третий, в центральный, и связали 1 недовязанный столбик с накидом и второй недовязанный столбик с накидом, соединили, закрепили. 1, 2, 3. Что дальше? Дальше смотрим. У нас арка из 7 петель. Мы с вами вот из этих 3 мы первый столбик пропускаем, заходим во второй,
Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Наша задача, чтобы у нас вот здесь получалось 5 столбиков. Далее 1, 2, 3. Накид. Вот наши 5 столбиков. Мы заходим в центральный и вяжем 2 недовязанных с одним накидом. Соединяем в одну вершину. 3 воздушных петли. Из этих 7 делаем 5. 1 пропустили, зашли во второй и связали 5 столбиков. Так, я надеюсь, вы поймали ритм этого ряда. Завершила я этот ряд. В конце связала 3 столбика. Я ошиблась впереди. Здесь у нас с вами тоже не 4, а 3 столбика без накида. Вот мы с вами разбили. И теперь у нас остается что? Остается связать, обвязать все. Здесь у нас 7, 5, 7, 5. Ну, а в начале идет 3 столбика. То есть я сделаю петельку подъема. Захожу в первый столбик, связала первый, второй, третий. 3 столбика под арку, столбик, вершинку столбика и 3 столбика под арку. 1, 2, 3. И далее идет 5 столбиков подряд. Вот мы с вами увидели наш узор, да? Смотрите, как он чудесно смотрится. Я сейчас довяжу еще ряд, а может быть не один, для того, чтобы можно было хорошо увидеть именно как смотрится узор в этой пряже. По-моему, он смотрится немножко лучше, чем в хлопке. Ну, далее вы понимаете, да? Я уже показывать не буду, здесь все понятно. Я связала еще один ряд и хочу вам показать, что этот ряд мы уже с вами разбиваем, да? Вот эти вертикальные столбики, которые создают определенный вот эффект в нашем узоре. Ну и дальше идет просто обвязка. И вот у нас уже более большой образец видно. На более тонкой нитке, мне кажется, смотрится более интереснее. Ну, а вы пробуйте на своей. Возможно, у вас получится еще интереснее этот узор. На этом моменте хочу с вами попрощаться. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч. В следующем видео мы с вами будем разбирать этот, поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.